Друзья, здравствуйте. 5 июня 2026 года. Мы за Быховым снимаем деревни. Подъезжаем к деревне Лапша. Как видите, знак и поворот направо. Как вы, наверное, догадались, название деревни никакого сходства с макаронными изделиями по смыслу не имеет. Вообще, это поселок в составе Холстовского сельсовета, Могилевская область, Быховский район, Республика Беларусь. Население в 2010 году 6 человек. Попробуем рассмотреть версии названия. Там первая болотная версия или балтийская. Так, я спешусь, пройду пешком. В общем-то, корень лап. В фундаментальном труде Института языкознания Академии наук Беларуси диалекты словник Могилевщины, а также в классических этимологических словарях зафиксирована данная лексика. То есть балтославянский корень лап и лапа исследовался крупнейшими лингвистами Топором и Трубачевым в работе «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья». Они доказали, что на Могилевщине огромный пласт названий с суффиксом «ша», «лапша», «уша», «гарша» имеет древнее балтийское происхождение. Друзья, в этих исследованиях корень связывается со значением лиственные заросли у влажных низин или топкая лапа леса, заболоченный участок. То есть местность Холстовского сельсовета исторически была окружена лесами и болотами. Ну, как бы вы замечаете и сами, это подтверждает географическую модель. То есть есть еще версия статей белорусских географов гидронимы как источник изучения хоролога хронологических аспектов. Рассматривается структура более чем 700 водных названий в Могилевской области. Научная база суффикс «ша» белорусской топонимики является каноническим суффиксом, образующим название рек, ручьев и от базового корня. Ну и считается, что возможно здесь был водный объект какой-то. То есть лингвисты относят такие названия, как лапша, к древнейшему субстратному слою, водные объекты, давшие позже название поселениям. Речка могла исчезнуть в ходе мелиорации 20 века. Но тип образования зафиксирован в научных атласах. Ну и, друзья, курьезный статус по названию. То, что название лапша не связано с едой, но привлекает внимание. Можно почитать в статье республиканского издания «Дзержинская правда», раздел «Топонимика». Быховская лапша включена в официальный список самых удивительных и гастрономических названий Беларуси наряду с деревнями Яечковичи и Слезки. Журналисты и ученые-консультанты разбирают, как серьезные исторические корни со временем превращаются в кулинарные каламбуры в восприятии людей. Ну и, друзья, темная сторона деревни. Опять же, война не прошла ее стороной. Год разрушения 1943. Декабрь. Домов до войны 18, людей до войны 84. Разрушено домов 16, убито людей 2. Вот такая историческая справка по этой деревне. Ну, мы с вами движемся к ней. Уже когда будем входить, сделаю включение.
Так, друзья, ну уже подъезжаем мы. Наш поворот направо будет. В общем-то, деревня, судя по снимкам со спутника, маленькая совсем. И выглядит как действительно как макаронина, как лапша. Ну вот, у нас здесь вывеска. Но, друзья, если честно, не надеюсь я найти здесь дома какие-то жилые. Возможно, уже никого не осталось. Просто значатся как какие-то пункты на картах отмечены. Чуть было не улетел с велика. А нет, смотрите, неплохой дом здесь. Ну что, друзья, единственный дом. И все, наверное. Один домик. Здесь все вырублено. Ну и тут чащоба, которую мы не сможем пройти. Ничего. На карте, конечно, отмечено, что еще дорога идет дальше. Тут уже никакой дороги. Там, если есть дома, заброшенные только. Ну что, друзья, единственный дом в деревне. Автомагазин, автолавка. Что ж, друзья, в этой деревне остался только один домик. Получается. Вот здесь у них расчищена поляна выходит. Автолавка стоит, а дальше уже не пройти, там заросли уже многие годы, скорее всего, нога человека не ступала. Не то что тут транспорт, чтобы проехал. Так что, друзья, деревня Лапша с одним Деревня Лапша с одним двором только у нас. То, что отмечено на Яндекс.Картах, это устаревшие какие-то, получается, данные. Ну и знак Лапша зачеркнутый. Ну, друзья, такая вот маленькая деревня, вымершая практически. Будем возвращаться. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь, друзья, на канал. Всем крепкого здоровья и до новых встреч.